Впервые я прибыл в Украину в 2012 году, всего за несколько недель до начала чемпионата Европы по футболу. Принимающими странами тогда были Украина и Польша. Это было прекрасное время для посещения Киева. Город был полон туристов из разных стран, атмосфера была просто замечательной. Согласно жеребьевке, Швеция играла все свои матчи в Киеве. А вы знаете, какие шведы? Они всегда в хорошем настроении и любят пропустить бокальчик пива. Их тогда приехало более 35 тысяч. На Крещатике их было столько же, сколько и украинцев, если не больше. Все мы прекрасно проводили время. За время, что я провел здесь, в Украине, произошло много изменений. С 2013 по 2015 год общество ощущало неуверенность в завтрашнем дне, ведь Россия вторглась на территорию Украины. Это стало неожиданностью. Вначале они аннексировали Крым, а затем направили свои войска на восток Украины. Это было большой проблемой для украинцев. К тому же ситуация сказалась на экономическом развитии и курсе гривны. Так что 2014 и начало 2015 выдались довольно трудными годами. Вместе с тем я заметил изменения в мышлении людей. Несмотря на весь негатив и обилие российской пропаганды, патриотизм местного населения значительно вырос. This growing sense of ambition. There was a huge amount of patriotism. Везде можно было увидеть национальные флаги или желто-голубые ленты. But it was more not just the patriotism, like the ambition. Но это были не просто амбиции, а желание народа преуспеть и преодолеть все невзгоды. Канада, Литва, Соединенные Штаты, Великобритания и другие страны оказывали помощь Украине. Внешняя поддержка и усилия украинцев, которые старались изменить страну к лучшему, оказали благотворное влияние на ситуацию. Иностранные компании снова начали смотреть на Украину с интересом. Неправительственные организации, в свою очередь, старались улучшить обстановку. И делают это до сих пор. Сейчас, в 2017 году, жить в Киеве снова комфортно. Мне и моим друзьям тут очень нравится. Люди вновь начали активно посещать рестораны и бары. Поэтому, несмотря на спад, в 2013-м экономика снова начинает расти. Один из моих проектов в Киеве — это международная организация Фрайдей. Некоторые считают, что это украинская организация. На самом деле она действительно была основана в Киеве в 2010 году, но ее основатель — швед. И главный офис находится в Швеции. Эта система, как франчайзинг, работает в 30-40 городах по всему миру.
Наша главная задача — помочь иностранным и местным бизнесменам найти друг друга. За 7 лет работы у нас накопилось много контактов, как украинских топ-менеджеров или владельцев предприятий, так и экспатов и дипломатов. Иногда к нам попадают и туристы, но они не наша прерогатива. Те, кто посещают наши мероприятия, имеют коммерческий интерес. Кроме того, дипломаты — частые гости. Как правило, их пребывание длится 3-4 года, и те, кому посчастливилось проживать в Киеве, приходят на наши ивенты. За последние 7 лет мои коллеги из Фрайдей заработали в таких украинских городах, как Одесса, Харьков, Львов, Днепр. Раньше мы также были представлены в Ялте и в Донецке, но по очевидным причинам прекратили там работу. Одно из популярных мероприятий — Friday After Work. Проходит по пятницам и дает возможность просто расслабиться в приятной компании после трудовой недели. Но кроме этого мы организуем и профессиональные бизнес-встречи, куда люди приходят с целью установления деловых контактов. Мы сотрудничаем с множеством компаний и иностранных представительств. Недавно мы приглашали посла Швеции как главного гостя вечера. А темой, соответственно, были контакты между шведскими и украинскими бизнесменами. Кроме того, мы приглашаем украинских специалистов, ведь часто они могут дать более глубокое понимание процессов, которые происходят в стране. Они обладают богатым опытом в экономике и в других сферах, которым могут поделиться с нами, иностранцами и своими соотечественниками. Так, в середине осени мы организовывали круглый стол. И все 3 участника панельных докладов были украинцами. Один из них — это известный журналист Микола Вересов. Он проработал более 30 лет на телевидении. У него было достаточно тем, чтобы поделиться с аудиторией. Вторым участником стал советник президента Александр Савченко, который консультировал до этого многих украинских политиков. Кроме этого, он историк, и поэтому в своем докладе делал прогноз на будущее на основе исторических событий в Украине. Также в мероприятии принял участие Александр Пасхавер, который принимал участие в общественной и политической жизни Украины с момента обретения независимости.
Участие в подобных мероприятиях — это возможность перенять солидные знания таких специалистов. Тогда нас посетили около 15 иностранных послов и представителей дипломатических миссий. Для них украинские эксперты тоже ценный источник знаний. Так что наши мероприятия могут принимать разные формы. Однако, независимо от формата, будь то расслабленный пятничный вечер или организованные профессиональные встречи с участием послов, задача всегда одна — помочь предпринимателям установить полезные контакты. Фрайдей — один из наиболее дорогих моему сердцу проектов. Ведь когда я сам приехал в Киев в 2012 году, я не знал никого, кроме джентльмена, с которым работал. И именно он посоветовал мне впервые посетить мероприятие Фрайдей. Так я встретил людей, с которыми дружу по сей день. И многие другие участники разделяют мое мнение. Так что могу сказать с уверенностью, что наши мероприятия оказывают реальное влияние на жизнь в городе. Со стороны международной общины мы видим постепенно растущий интерес к возможностям украинского бизнеса. По словам экспатов, пик деловой активности был в 2007-2008 годах, который несколько спал к 2012 году, когда я сюда приехал. Сейчас многие иностранные предприниматели снова внимательно оценивают свои возможности в Украине. Согласно статистическим исследованиям, сфера IT занимает 3-е место в украинском экспорте. И многие предприниматели проявляют к ней интерес. Кроме того, есть интерес инвестировать в здешнюю недвижимость. Этому очень благоприятствует бизнес-климат в Украине. Так что многие сферы — недвижимость, сельское хозяйство, информационные технологии — вызывают международный интерес. Это прекрасно для Украины и для нас, потому что мы можем помочь этим бизнесменам найти необходимые деловые контакты во время наших встреч. Украина — фантастическая страна. Мне очень нравится, как большие города — Одесса, Львов, Харьков, Днепр, так и маленькие городки в разных регионах, которые мне удалось посетить. У них есть особый шарм. А вы, украинцы, обладаете приятной энергетикой и здоровым отношением к жизни.